Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Неожиданности и сюрпризы. Пассианс, второй расклад на январь 2025 года. Давайте узнаем, какие неожиданности и сюрпризы для вашего знака зодиака. Останемся, конечно, реалистами. Любой прогноз-расклад не расскажет, увы, о личной истории каждого из вас и не передаст то, что вы чувствуете на данный момент. Но я все же надеюсь, что мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы получите. У нас сегодня пасьянс. Когда я его создавала, я так и назвала «Неожиданности и сюрпризы». И колода Таро великолепная, которую, точнее, создала прекрасный художник, таролог, психолог Колин Барон Рид. И подает она с позиции позитивной психологии значение карт. Поэтому давайте будем добрее для начала к самим себе, к собственной душе, милосерднее где-то. Жизнь не бывает полностью предсказуема и часто нас ставит в какие-то либо рамки, либо в определенные условия, которые нам приходится неожиданно решать. Давайте рассмотрим, что же рандомная выдача маленьких карт пасьянса передаст нам, какую идею, мысль, тему раскроет перед нами, каковы для вашего знака зодиака неожиданности и сюрпризы. С какой сферой жизни это может быть связано? Итак, идем, смотрим. Что перед нами раскроют карты? Так, пока не вижу совпадений. Вопросы жилья, вопросы дома, вопросы, связанные с вашими домочадцами. Может быть, с вашими близкими дом выпадает. Но вообще у кого-то очень символично, потому что Урал находится в знаке зодиака Телец в ретро-движении. И здесь два направления. Территория или земля, или место нашего проживания, пребывания, или где мы хотим проживать. Значит, кто собирается переехать, будет заниматься вопросами переезда, что-то вы будете узнавать, уточнять. Кто-то будет, может быть, как продавать, покупать жилье, и тоже в связи с этим решать определенные вопросы. Кто-то будет делать ремонт, улучшать. Вот здесь у каждого по-своему. Это то, что именно как территория, а с другой стороны, это может быть еще и то, что связано с нашими близкими или с тем, что находится внутри этого дома. И что же это будет, к чему же все идет? Вы получите какое-то важное известие. Или известия бывают разные, и в этой колоде есть и любовное, но это такое официальное. И поэтому у кого-то это важный документ, или, если вы его ждете, кто-то визу, кто-то согласование. Может быть, как раз это касается вашего жилища, или это касается вашей работы. Не говорят карты, о чем это конкретно, но то, что вы получите какой-то важный документ, может быть, это да. Единственный момент. Может быть, выпадает рядом замок, закрытый путь. У кого-то из вас могут быть вопросы, связанные с тем, что вы действительно куда-то хотите переехать. Тогда или какая-то поездка у вас может быть, ну, несколько отложена, или по времени, дистанция, тут тоже может быть пересмотрено, все-таки замок. Как будто вот сейчас прямо вы куда-то не отправитесь. А для кого-то из вас, может быть, у вас в январе отпуск, и вы проводите дома. Потому что сейчас как будто дороги закрыты. Дороги буквально, может быть, да, как перемещение ваше. Может быть, это еще и связано с тем, что вы долгое время, и, может быть, под самый финал где-то января вы только получите вот этот самый документ. Вы могли планировать, что я, допустим, поеду
поеду или отправлюсь где-то в начале января. Но по какой-то причине не согласовали, не подписали какие-то документы, о чем-то вы не договорились, или человека конкретного нет на месте. Ну, самые разные причины. Поэтому какая-то поездка, правда, по срокам может быть отложена. По крайней мере, может быть, не в январе. Но тогда у вас высвобождаются энергии для себя сделать что-то очень хорошее в другой области. Вот как раз по части, может быть, вашего дома, жилья. Чем-то вы будете заниматься. Смотрим, что у нас еще выпадает. Итак, деньги. Для кого-то из вас вы можете, кстати, замок и деньги. Может быть, тема денежная, опять же, по ретро Урану в Тельце. Если я сказала, первое – это вопросы территории или земли, или нашего дома, места пребывания. И второе направление – это деньги, ваши финансовые активы, откуда они к вам приходят. И я должна сказать, по ретро Урану могут быть задержки с выплатами, потому что обстоятельства на нас будут влиять в январе. Мы тут действительно что-то не сможем ускорить или как-то видоизменить. Мы всего лишь люди. Есть, может быть, какая-то данность или какие-то регулировки, правила. И мы вот это быстро в одночасье как-то не переиграем. Но деньги есть, деньги будут, нам об этом говорят. Поэтому вы не переживайте, у вас все получится, но несколько в отдаленном сроке. Или где-то смещаться могут эти самые даты. Может быть, жизнь, судьба вас как раз разворачивает в сторону вашей личной жизни, вполне вероятно. От работы вас уводит. Есть не только то, что для вас именно лично важно, или то, что вы себе запланировали осуществить, а может быть, еще есть какая-то составляющая с вашими близкими, с вашими детьми, или с вашими родственниками, или, допустим, с вашим домом. Пока с вами говорю, смотрю, что у нас еще совпало. Вообще, глядя на карты, должна сказать, что относительно спокойное течение жизни января. Но, может быть, вам как раз это спокойствие и не нравится. Может быть, вы себе что-то задумали, тогда примите, ну, все же с душевным спокойствием то, что мы не можем, не в силах изменить. Потому что перемены у вас, правда, что-то осуществится. И если мы сравниваем или складываем верхний и нижний ряд, у вас совпадают перемены как раз корабль. Это будет перемещение, какая-то дорога. Ну, она вот именно дистанция пока, да, не случайно, может быть, даже карты так выпали, может быть отложена. Или по каким-то независящим, опять же, причинам от вас или вашему желанию. Вот прямо так скоро или в те сроки не удается осуществить что-то. Но тогда у кого-то эти перемены как раз будут касаться личной жизни, вашего дома или места пребывания. Может быть, вы за этот период сумеете что-то осуществить в другой сфере жизни. Смотрю, что у нас еще совпадает. И должна сказать, что я не вижу совпадений, даже если мы складываем края нашего пасьянса. Но и препятствий-то я тоже не вижу. Единственный какой-то официальный момент, вот даже в одной плоскости выпали эти два значения, поэтому будьте терпеливы где-то так. Или дайте себе время отдохнуть. Может быть, решить эти вопросы за этот спокойный относительный период. Он, конечно, может быть для вас лично и не очень спокойный. Я такое допускаю, потому что, конечно, если распланировала, потом что-то не получается, мы переживаем. Но здесь все произойдет и случится в свой момент. Уже эти перемены, они словно запланированы. Или какая-то поездка, она у вас тоже будет осуществлена. Пусть немножко позже. Ну, кто знает. Иногда мы куда-то торопимся и думаем, что... Ох, я сейчас быстренько все переделаю, а вот потом я начну заниматься какими-то другими делами. А мы отходим от дел, и вдруг само по себе что-то решается еще быстрее. И так в нашей жизни тоже бывает. Итак, неожиданности и сюрпризы. Вот давайте мы посмотрим на картах Таро по части неожиданностей. С чем это связано? Раскроем эти вопросы. Но тут, правда, перемены на кону или на пороге практически обновления вашей жизни. Старший нулевой аркан – это практически возможности, это карта энтузиазма. Но, кстати, этот энтузиазм по аркану нулевому в этой колоде, нам говорят, он не всегда будет согласовываться с логикой или практичностью. Правда, потому что, видимо, вот эта самая практичность. В центре у нас дом.
Это сейчас как задача номер один. Мы тут можем себе грандиозные планы какие-то строить, цели, намерения, но обстоятельства нас разворачивают в какую-то более практичную плоскость. Вот есть то, что мы должны, может быть, организовать или продумать в этот период жизни. Видимо, потом у вас не будет времени или ситуация будет ускоряться. Все же корабль, он у вас присутствует. Неожиданности и с чем это будет связано. Но здесь уже обновление. Вы, скорее всего, чувствуете эти энергии. У кого-то, смотрите, еще один старший аркан. И по правосудию мы должны сохранять где-то баланс. Баланс имеется в виду гармонии в нашей собственной душе. У кого-то это аркан может проиграться, да, высокие инстанции, у кого-то вопросы в суде, когда вы ожидаете, может быть, завершения, кстати, суда, и здесь может быть что-то отложено. И такое я допускаю. Но, видимо, финал где-то все равно близок. Карта это еще говорит о том, что да, существует причина и следствие. Если мы что-то сделали хорошо, Вселенная нам будет помогать, пусть руками других людей, или участием, может быть, в нашей жизни кого-то, или стечением обстоятельств. Так вот, если мы делали хорошо, то нам тоже со знаком плюс как будто откликаются эти звездные энергии. Но есть и такой момент. Если мы где-то наследили или что-то мы упустили, в чем-то ошиблись, нам придется это переделать. И в этой колоде это закон кармы. Закон как раз причина и следствие. Что посеешь, то и пожнешь. Поэтому, с одной стороны, закон равновесия, с другой стороны, могут быть какие-то стихийные ситуации, мои дорогие, будьте внимательны. С одной стороны, мы не нарушаем закон, с другой стороны, какая-то, знаете, концепция по ретроградному Марсу как раз у вас и может проиграться. Марс, мы знаем, это сила, активность, наша энергия, это где-то напор, преодоление, а ретро-Марс – это то, что мы утрамбовывали самих себя, какая-то наша задача, или, может быть, это касается отношений, или отношений, допустим, даже по работе. Нам могло что-то не нравиться, но мы не захотели выносить это на обсуждение, или мы с чем-то были не согласны, но, может быть, в свое время пришлось взять какое-то перемирие, а вот эти эмоции, они никуда не делись. Они до поры до времени словно глубоко дремлют в нас, и вот здесь сродни вулкана как раз этот ретроградный Марс и может проигрываться. Это та стихия, которая рвется наружу. Вот примите во внимание, в январе месяце вы можете прочувствовать этот момент, когда то, что было где-то недосказано, не проговорено откровенно, может быть, глядя друг другу в глаза, но то, что мы сами где-то додумывали, вот нам здесь это надоедает. И это очень мощная энергия, которую практически невозможно удержать. Это все сродни того, когда мы сначала действуем, говорим, а вот потом начинаем думать. Вот что-то подобное у вас, правда, в неожиданностях может проигрываться. Поэтому будьте внимательны. Неожиданности и сюрпризы. Но закон не нарушаем. Туз воды. Здесь у нас про любовь, про счастье, про возможности, про то, что как раз, правда, этот самый дом, наши близкие. Здесь уделить внимание, я бы сказала, личной жизни, и вас это будет вдохновлять, вам это принесет гармонию в душе, потому что баланс сам по себе, правосудие, ведь у нас весы изображаются, и поэтому быть честным самим собой, где-то себя не оставить снова на потом, чтобы вот эта энергия не рвалась, ожидая какого-то определенного момента, когда уже нам самим уже просто не хочется, допустим, терпеть какую-то сложившуюся обстановку или ситуацию. Так вот, по тузу воды это безусловная любовь и изобилие идет. Поэтому пусть даже у вас какие-то есть вопросы у кого-то через юристов, через, может быть, и суды, но так или иначе у вас на пороге какое-то обновление. Есть, может быть, те дела, темы, которые вы должны и привести к этому балансу, потому что на пороге любовь, изобилие, процветание. В неожиданностях и сюрпризах, мои дорогие. Ладно, к чему все идет. Вестник Земли. Ну, это карта нашей выносливости, это карта нашей ответственности. Кому-то, возможно, придется брать ответственность на себя и за себя, и где-то рассматривать через личную жизнь некоторые вопросы. По вестнику Земли это честность, трудолюбие и преодоление каких-то препятствий, разумные очень действия и выносливость. Потому что вестник Земли или рыцарь,
Пентаклей, он всегда едет медленно. Внимание к деталям. Но вверху у нас аркан, первая карта, шут. А шут, как известно, это прекрасно, конечно. Это воодушевление, это вдохновение, это где-то творческий инсайт, это желание что-то воссоздать или просто создать. Но еще не торопиться, успевать наблюдать за окружающей обстановкой, за тем, что говорят люди. Нет чего-то малозначимого. И когда выпадает вестник Земли, внимание к деталям. Поэтому, если мы спросили, к чему все идет, что-то будет продолжаться, часто идет период лет 10-20. Поэтому внимание к деталям и нужно, чтобы в чем-то не ошибиться вам. Может быть, по части денег, кстати. К чему все идет. Правда, денежная тема не на последнем месте. Не случайно деньги сами по себе у вас и выпали. Значит, это как и приход. Может быть, денег. Одна из лучших карт в колоде. На деньги, на работу, на успех. И можно как раз по работе многие согласования провести или для себя наметить новые способы взаимодействия или новые системы взаиморасчетов. Изучать, кстати, примерять словно на себя. Для тех, у кого бизнес, значит, какие-то партнерские отношения вы здесь можете тоже продумывать или с кем-то вести переговоры. Но это всегда карта прогресса. Мы как будто на сегодняшний день имеем и определенную точку уверенности, нашего успеха, ну и деньги заодно тоже. Но это все идет в преувеличении. Мы как раз будем усиливать наши позиции, ваши позиции, мои дорогие, улучшать наш успех, удерживать, но и заодно, конечно, финансы, это как эквивалент наших приложенных усилий, тоже будет расти. Всему свое время. Поэтому и карта часто говорит: продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Поэтому если какой-то вопрос быстро не решается, ну, примите к сведению, что он у вас решится. Не отказывайтесь от чего-то. Просто, видимо, регламент вашей судьбы, закон кармы работает так, что некоторые вопросы личной жизни или дома у вас будут наиболее важны в январе. К чему все идет? Третью карту достанем. Пятерка земли. Вы должны устранить. Первое. Какие-то, может быть, несоответствия в договоренностях. Вы должны устранить недопонимание как и с ключевыми партнерами, так и в личной жизни. Это как задача. И впредь как бы тоже мы этого не допускаем. По этой карте нам приходится где-то учитывать то, что мы могли прежде думать о каком-то человеке или быть о нем определенного мнения. Но внешность обманчива, говорит нам эта карта. И поэтому мы можем пересмотреть отношение к конкретному человеку. Мы можем всерьез задуматься о какой-то дружбе, о каких-то взаимоотношениях. То, к чему мы относились легко. Наоборот, здесь вы будете где-то с позиции более серьезного взаимодействия подходить. И карта нам говорит, если мы про деньги, то богатство доступно, но постепенный прирост. Поэтому насчет денег не переживайте. Что же дальше? Давайте узнаем. Что будет в продолжении на февраль, возможно. Что это будет для вас важным. Девятка огня. С одной стороны, нам жизнь дает паузу. И по девятке огня это мы сами где-то, ну так, не торопимся. Мы здесь больше наблюдаем. И два направления всегда по девятке жезлов или девятка огня. Или нам что-то угрожает, или не упустить какую-то возможность. Вы знаете, здесь торопливость, в принципе, вам не будет помогать в течение января, но и где-то на февраль тоже. Скорее всего, будут преобладать те энергии, когда вам дает судьба, карма, вселенная остановку, чтобы осмотреться. И нам говорят, это время задавать вопросы, а не пытаться решить все одним махом. Вот примите это к сведению. Что же будет дальше? Две карты достала. Ух ты. Ну вот сразу две. Личная жизнь. Вот больше не достаю. Король воды. Это где-то ваши энергии. Это карта любящего человека. Это карта чувствительности. Это карта, ну, каких-то, может быть, и важных согласований, мои дорогие. Потому что два направления обычно проходят по этой карте. И это деньги и личная жизнь. И что отличает короля воды в любой колоде? То, что он умеет не смешивать как и эмоции,
так и материализм. Поэтому, решая какие-то материальные вопросы, не добавлять, нам карта говорит, эмоций. Но у вас это хорошо получится. И там как раз, где требуются чувства, мои дорогие, вот там их нужно проявлять. И у нас выпадает аркан императрица. Мои дорогие девочки, это может быть известие, когда я жду ребенка. И это что будет дальше? Так вот, у кого-то вопросы именно вашей семьи, вопросы детей, ну, для кого это актуально, или рождение, последующие детей, в этот период января как раз могут быть как номер один на повестке каждого дня. Для кого-то это символ благополучия. Поэтому вопросы дома, вопросы денег, вашего самовыражения, это тоже обновление какое-то происходит. Но если мы еще говорим по королю воды, нам будут говорить о том, что вообще это время романтики, это прекрасно. А еще это о гармоничном сотрудничестве, о том, что мы щедры и где-то бережливы. Беречь самого себя, быть добрее к самому себе, но и, может быть, беречь те отношения, которые действительно для вас значимы, какие-то контакты. Вот правда не случайно у вас и выпадает значение дома. Вы где-то настроены на другие энергии, на январь, а пространство, вселенная, высшие силы, назовите как угодно, вас могут развернуть как раз в сторону личной жизни, ну или с тем, что связано с вашими близкими. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.